Здравствуйте, друзья! С вами Руслан Усачев, Михаил Кшиштовский. Мы на Туманном Альбионе, Лондон, столица Великобритании. Вы смотрите самое качественное, смешное и скромное шоу про путешествия в интернете. Пора валить! Что ж, это ожидаемая лондонская погода, но не переживайте, она нам не помешает, ведь мы уже находимся на Бейкер-стрит, в том самом месте, где жил Шерлок Холмс. На самом деле дома 221-Б по Бейкер-стрит никогда в реальности не существовало, но поток писем от фанатов детектива был такой большой, что предсказуемо появился и музей, и магазин. Теперь после 237-го дома идет 221-Б. Я сейчас пойду внутрь музея, к сожалению, туда с едой не пускают, поэтому, Миш, можешь поддержать мой запеченный стаффордширский фаршированный слоеный бейгл с лососем? Спасибо. Как вы можете понять по резко упавшему качеству съемки, нам запретили снимать на камеру, поэтому я тайно включил телефон. Музей — это просто несколько комнат, оформленных кучей отсылок к популярным детективам. Ничего сверхъестественного, зато в музейной лавке висят портреты Василия Ливанова. Говорят, что даже в Англии оценили его исполнение роли. Он как Камбербэтч 80-х, только без фанфиков. Снято. Это было элементарно. Кстати, я есть хочу, отдай мне мой запеченный стаффордширский фаршированный слоеный бейгл с лососем, пожалуйста. Руслан, что? У меня нет твоего запеченного стаффордширского фаршированного слоеного бейгла с лососем. Вот очень смешно. Я тебе перед началом съемок в руки отдал. В руки свой запеченный стаффордширский фаршированный слоеный бейгл с лососем. На базу. Руслан, у меня точно, абсолютно точно нету запеченного стаффордширского фаршированного слоеного бейгла с лососем. Нету. Буду ли я тебе врать? Посмотрим. Рыло у тебя тупое. Соскучились по мне? Мы находимся на вокзале Паддингтон, на одном из самых красивейших вокзалов в мире. Его, опять завалили, пленкой ремонтируют. Сюда приходят экспрессы из аэропорта и вообще всякие разные поезда. И это лучшее место, во-первых, для того, чтобы усыновить медведя, а во-вторых, познакомиться с самой старейшей подземкой в мире — лондонским метро. Так что пойдемте. Ну пойдемте. С непривычки неподготовленному туристу может оказаться, что лондонский метрополитен слегка запутанный. Вот, например, схема местной станции. Я не могу выйти уже 3-й месяц. Если вы думали, что московский метрополитен в час пик опасный аттракцион, то познакомьтесь, с лондонским метрополитеном в час пик. Душно, тесно, людно, и мы только что всрали косарь, чтобы доехать сюда. Нарыло. Вот список болезней, которыми я заразился, пока ехал. Это я болел всегда. Посмотрите на мой пот. Во-первых. Во-вторых. За нашими спинами находится Лондонский Тауэр. Здание примечательно по 2 пунктам. Во-первых, это одно из самых старых сооружений в Лондоне. Здесь когда-то был исторический центр. Во-вторых, это цена входного билета, что-то просто запредельно дорогое и невозможное. Хотя обращал внимание, что уже, по-моему, 5-я страна, где мы снимаем «Пора валить», и где было действие части Assassin's Creed игры. Только вот просьба к тебе. Здесь люди нервные, за стражника переживают. Постарай... Время Assassin's Creed! Assassin's Creed снова в деле, снова с вами тут. Еще одна локация, еще один маршрут, излазить должен я его, это моя работа. Хоть люди будут на меня смотреть, как на идиота, что там? То тамплиеры рядом, а кину этих подлецов я орлиным взглядом. Подсвеченные мои враги ярчайшим красным цветом, хотя они и так все в
в красное одеты. Стоят мои враги, спокойно погрузившись в мысли, то ли так задумано. Или же они зависли, я в отличной форме и мои шикарные трюки. Какие грязные уступы, где бы вымыть руки? Туманный подлый Альбион меня дождем встречает. Сейчас бы ассасином дома быть и с кружкой чая. Чё я? Не справлюсь что ли с этим дождиком? Если я просыну, полечусь по дорожникам. Почувствуй, Лондон, офигенность моего паркура. На словах я ассасин, но боюсь застрять в текстурах. Но пока я не забажил и все ждут ответ, пригоден Лондон ли для кридинга или все же нет? Для Assassin's Creed пригодно. В какой-то момент замок даже успел послужить зоопарком. Здесь были львы, обезьяны, медведи. Но на данный момент единственные животные в Тауэре — это его смотрители, которые мешают нам снимать «Пора валить». В 12 веке Тауэр поработал тюрьмой для VIP-заключенных. Здесь сидели разные короли, герцоги. Например, герцог Орлеанский Карл I просидел в тюрьме аж 25 лет. Вы приговариваетесь к 25 годам. К 25 годам, Карл. Первый герцог Орлеанский. Раз в Тауэре срок мотала только голубая кровь, это объясняет, почему его окружает не ров с водой, а ров с газоном. Не могу сбежать. Написано по газону не ходить. Мы находимся в центральном районе Лондона, где достопримечательности лезут из каждой щели. Вон, 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 вон! За моей спиной находится Вестминстерский дворец, в котором заседает парламент. Зачем он заседает? Загадка. Потому что, как показывает практика, все и за всех может решать один человек на протяжении долгих лет. Трехочковый! Бум! Едем дальше. Из Вестминстерского дворца торчит фактически национальный символ, символ Лондона — Биг Бен. Многие по ошибке называют Биг Беном башню или часы, но на самом деле это самый большой колокол внутри башни, названный по одной версии в честь куратора строительства Бенджамина Холла, по другой версии в честь боксера Бенджамина Каунта. Но у нас, у русских ребят, слух не зашоренный. Мы сразу разгадали эту загадку. Биг Бен назван в честь английского комика Бенни Хилла. И если вы послушаете вместе с нами звон колокола, вы тоже в этом убедитесь. Слушаем. Прогулявшись по парку Сент-Джеймс, покормив гусей и лебедей, если повезет даже парочку бомжей, вы упретесь в Букингемский дворец, если в правильную сторону шли. Так вот, это лондонская резиденция королевы. Если флаг поднят над зданием, значит, королева находится внутри и занимается своими королевскими делами. Очень удобная схема. Если королева не захочет, чтобы ей докучали, флаг можно приспустить. Королевскую резиденцию охраняют элитнейшие, отборнейшие гвардейцы. Знамениты они не только своими огроменными шапками, сделанными, между прочим, из шкур канадских гризли. И это правда, почитайте Википедию. Также они славятся своей дисциплиной и выдержкой. Именно поэтому вот к этому самому месту съезжаются художники и аниматоры со всего мира, чтобы научиться делать идеальные зацикленные гифы. Как вы видите, дорогие друзья, эта табличка говорит о том, что пресечение этого забора карается пулей в рыло. Но мы в «Пора валить» ради хорошего сюжета готовы на все. Stop right there, criminal scum! Nobody breaks the law on my watch! А сейчас будет смешной трейлер. Он был королевским стражником, но однажды его напарника похитили. Он в печали, он в смятении, он в бешенстве. И он идет мстить.
Джонни, мститель в шапке. Слышь, вернись на место, ты на службе! В паре минут ходьбы от станции Сент-Джон-Вуд находится очень интересный пешеходный переход через улицу Эбби-Роуд. Именно здесь сфотографировались на обложку своего последнего альбома легендарные Битлз. Конечно, мы придумали пару скетчей, могли кривляться и пародировать обложку альбома, но зачем? Лучше мы будем использовать актеров сериала «Компьютерщики» и «Майти Буш». Мало кто знает, что рядом с Эбби-Роуд находится переход через другую улицу — Groove and Road, где сфотографировалась на обложку дебютного альбома моя любимая группа — бристольское трио Бамблбис. И слава богу, что есть он, мой друг, Дикон. Вы, скорее всего, о ней не слышали. Но в отличие от ливерпульской четверки, они во время фотосессии не догадались перекрыть движение. Нам несказанно повезло, из Abbey Road Studio выходит сам продюсер Битлз, Джордж Мартин. Да, он до сих пор жив, можете проверить в Википедии. И да, он похож на Мишу в моих очках. Oh yeah, I was a producer of Bills. But forget about them. I've got a new band. Check it out. Isn't that cool? The sound, pure, magnificent, magic. Кстати, в середине 90-х Джордж Мартин полностью потерял слух. These guys are so beautiful. These beats are fucking great. А если вы устали от обычных туристических достопримечательностей, то предлагаем уехать из центра куда-нибудь, допустим, в район улицы Брик-Лейн. Здесь огромное количество магазинов винтажной одежды, рынки и палатки с уличной едой. Все хот-доги по-разному едят. Я лично предпочитаю, чтобы было без пенки. В общем, все то, что в России волнует только отбитую хипстоту, а здесь является атрибутами жизни обычной лондонской молодежи. Честно говоря, немного пошопившись, вы вполне можете сойти за местного. На улице стоит грузовик с дровяной печью для приготовления пиццы. Я сдаюсь. Это хипстерство. То есть вот... Не, все. Это хипстерство. Не, все. Это хипстерство. Сейчас историю вам расскажу. 2 сентября 1666 года местный пекарь, видимо, отмечая День знаний, забыл на ночь потушить огонь в печи, и начался великий лондонский пожар, исходом которого стало 13 тысяч сгоревших домов. Чтобы вы представили, насколько это много, представьте себе 13 тысяч горящих домов. Очень много. Это натолкнуло местную власть на интересную мысль. Строить целый город из дерева тупо. Как вы видите, Лондон до сих пор отстраивают заново, но самое главное, что недалеко от очага пожара воздвигли монумент. Вот эта колонна так и называется. Да, она большая, у нее сверху языки пламени. Пожар, вы поняли, да? Самое прикольное, что у нас сохранился исторический скетч, который запечатлел окончание строительства. Что ж, прошло 6 лет, но я наконец достроил монумент. Теперь разберемся с этим. Кстати, можно вот сюда, вот сюда забраться можно. Там есть обзорная площадка. Чтобы на нее попасть, нужно отдать 4 фунта и преодолеть 311 ступеней. Вам даже сертификат про это дадут, что вы такой молодец, пешком ходите. Надо лондонцам вообще этим почаще заниматься, потому что они, по-моему, на фитнес немного подзабили. Знаете, стоит поблагодарить лондонский пожар за неплохую обзорную площадку. Отсюда видно Темзу, Тауэр, но в основном разные офисные здания и элитное жилье. Например, посмотрите, самый большой небоскреб в Лондоне — Шард. Думаю, самые наблюдательные из вас заметили интересное дизайнерское решение в оформлении площадки. Эту стальную решетку. Она служит двум целям. Во-первых, мешает вам делать хорошие фотографии и снимать выпуск «Пора валить». А во-вторых, она напоминает нищебродым туристам об их месте. Давайте продемонстрирую. Я заплатил 4 фунта и поднялся очень высоко. Богатый образ жизни близко. Ай.
не дотянуться. Больно. Напротив монумента находится вот это сооружение, которое можно назвать ответом современного искусства на те вопросы, которые задал Великий Лондонский пожар. Это кирпич в металле, в стекле, то есть ничто из этого не горит. Но если подойти чуточку ближе, можно заметить, что это всего лишь туалет. Понимаете, во время пожара кто-то так нехило кирпичей наложил. А вот и все. Несколько дней потусили в Лондоне, хватит, познакомились поближе с чопорной нацией, но знаете, как говорят? В гостях хорошо, а дома дешевле. Да, в России, может быть, жизнь стоит дешево, но и жить дешево. Да, спасибо, что смотрели наш выпуск. С вами были Руслан Усачев, Михаил Кшиштовский. Но вот сейчас не уходите, а перейдите вот по этой ссылке, там будут неудачные дубли, они намного лучше, чем основной выпуск. По крайней мере, так в комментариях пишут. Пока. Такая вот шутка. Пока.